План Путина как никогда близок к осуществлению. Союз, против которого он боролся, близок к распаду. Журналисты узнали, о чем говорят европейские лидеры, когда микрофоны и камеры выключены. Наш ответ Чемберлену. ЕС собирается на чрезвычайный саммит и готовит ответочку Дональду Трампу. Американским избирателям это может не понравиться. Неожиданное заявление Александра Сырского. Такого от главкома Вооруженных сил Украины точно никто не ожидал. Скандальные заявления Соловьева и Дугина не остались незамеченными. Спикер парламента одной из соседок России вспомнил ради этого одно русское выражение. Стали известны имена некоторых лидеров стран, которых Трамп позвал в Совет мира. Один из них сразу дал совет президенту США – прикрыть рот. Стрельба в городском совете, ранен мэр и несколько полицейских. Есть ли политический мотив? Расскажем. В Украине запахло новым скандалом. Антикоррупционное бюро завело еще одно дело, которое может стать громким. В поле зрения бывшее руководство влиятельной структуры. Об этих и других событиях к утру вторника, 20 января. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Розовая мечта Владимира Путина скоро может исполниться. Североатлантический альянс дышит на ладан. Но, как говорится, есть один нюанс. По данным Политика, в Европе все серьезнее говорят о создании нового оборонного союза, фактически на замену НАТО. Без США, но с Украиной. Основой может стать так называемая коалиция желающих. Группа из 35 стран, которая уже координирует поддержку Киева без Вашингтона. Внутри нее сформировалась узкая группа: лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши и других стран, плюс президент Украины Владимир Зеленский. У них есть закрытый чат, где они быстро согласовывают позиции и реагируют на выходки Трампа. Логика простая: ждать, пока за океаном одумаются, больше не вариант. Украина в этой схеме ключевой элемент. У нее самая боеспособная армия в Европе, а путь в НАТО стране фактически закрыт. В новом Европейском альянсе Киев сможет рассчитывать на координацию, помощь и реальные гарантии. Параллельно обсуждаются радикальные шаги: собственные европейские вооруженные силы, выход Франции из НАТО и даже возврат контроля над американскими базами в Европе, как ответ на давление США и угрозы вокруг Гренландии. Президент Европейского совета Антонио Кошта созывает срочное заседание лидеров ЕС. Встреча пройдет в четверг, 22 января вечером. Повод – резкая эскалация со стороны США и заявление Белого дома по Гренландии. Речь идет об ультиматумах Дональда Трампа в адрес Дании и ее европейских партнеров. 17 января Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии за поддержку суверенитета Копенгагена и готовность отправить европейских военных в Гренландию. А как может ответить Соединенным Штатам объединенная Европа? ЕС готов ввести ответные пошлины на 93 миллиарда евро, если Дональд Трамп с 1 февраля реализует угрозу новых тарифов против стран Евросоюза, а также Великобритании и Норвегии. Пока объявлено временное перемирие до 7 февраля. Если его не продлят, меры вступят в силу автоматически, пишет Financial Times. Под удар попадут в первую очередь самолеты Boeing. Пошлина 25%, импорт на 11 миллиардов евро за прошлый год. В списке также американские автомобили, бурбон, соя, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's, сигареты Lucky Strike, а еще техника, медоборудование, химия и пластик. Логика простая. Это товары, которые легко заменить, и Штаты, где европейские тарифы больно ударят по избирателям накануне промежуточных выборов в американский Конгресс. Отдельный козырь – так называемая торговая базука, а именно ограничение доступа американских IT-гигантов к рынку ЕС, ввести сборы против Netflix и Голливуда, закрыть заокеанским компаниям доступ к европейским госзакупкам и так далее и тому подобное. Александр Сырский сделал неожиданное заявление. Главком ВСУ говорит прямо: одной обороной войну не выиграть. Мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Такой подход приводит к тому, что россияне вынуждены будут привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия сил обороны.
Все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были, добавил Сырский. Изменяются только сроки, количество вооружения, личного состава. Конец цитаты. Стали известны первые приглашенные в Совет мира, который должен будет следить за соблюдением соглашения в Газе. Среди тех, кого Дональд Трамп посчитал лучшими миротворцами, конечно, нашлось место усмирителю Чечни, инициатору войны против Грузии и Украины. Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира. Пригласил хозяин Белого дома в Совет и президента Казахстана, который почти ровно 4 года назад лично приказывал стрелять в протестующих. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Не забыли в Белом доме и о еще одном голубе мира из Беларуси. Ну а тот сразу же поблагодарил Трампа в своем непревзойденном стиле, предложив заокеанскому лидеру закрыть рот. Смотрите, он открыто говорит, нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно, ну и редкоземельные металлы, нефть, газ, все там есть. Ты помолчи уже, что ты там нефть, говори, что там наркобароны какие-то, борись против них, а он в открытую говорит. Ранее стало известно, что Трамп пригласил в свой новый клуб лидеров около 60 стран, причем постоянное членство в Совете мира предполагает взнос в размере $1 миллиарда. И либо президенту США известно чуть больше, чем нам, о финансовых возможностях Лукашенко, либо крепкому хозяйственнику придется действовать по давно наработанной схеме и попросить $1 миллиард у Путина в кредит. Ну, у меня такая версия, делитесь своими. Недавнее заявление орденоносного прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, а потом и любимого философа Путина Александра Дугина, в которых ставилась под сомнение независимость соседей России и звучали намеки на возвращение бывших советских республик в состав Российской империи, не прошли незамеченными. Их широко цитировали СМИ соседей РФ, и есть как минимум одна официальная реакция. После высказывания Соловьева в МИД Армении вызывали российского посла, теперь слово взял спикер парламента Ален Симонян. Не лез за словом в карман и сравнил дуэт Соловьева и Дугина с одной неприятной субстанцией. В русском языке есть хорошее выражение, но не хочу его в эфире говорить. Они оба на палочке. Для меня они никак друг от друга не отличаются. Причем, отвечая на вопрос, спикер парламента повторил это сравнение трижды, чтобы намек стал предельно прозрачен. После скандального дела Мидаса и недавнего обыска у Юлии Тимошенко антикоррупционные органы Украины взялись за СБУ. НАБУ открыла уголовное производство о возможном взяточничестве в службе безопасности, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на комментарий представителя бюро. Речь идет о тяжелых статьях получения и предложения неправомерной выгоды должностным лицам в особо крупном размере. Поводом стали публичные заявления бизнесмена Сергея Ваганяна, сделанные в интервью на YouTube-канале Борислава Березы, а также обращение народных депутатов от Европейской солидарности. Речь идет о периоде 2019-2021 годов. По словам Ваганяна, в СБУ существовала системная схема коррупционных поборов, когда всей структурой руководил Иван Баканов, а службой внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Це Іван Баканов, очільник Служби безпеки України. А це гроші, які ви йому привезли? Да, це гроші, які він привез разом для нього і для Наумова. В НАБУ подтвердили, информация зарегистрирована, производство открыто. Дальше проверка фактов, фигур и сумм. История времен довоенной СБУ может получить очень конкретные юридические последствия. Кремль определился с первой пятеркой «Единой России» на выборы в Госдуму, которые пройдут уже в сентябре. По данным источников РБК, партию поведут к победе Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, главврач московской больницы Марьяна Лысенко и два так называемых героя. Участник вторжения в Украину Владислав Головин с позывным «Струна» и военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Первые 5 имен ключевые, именно они попадут в бюллетени. Кстати, если уж один из списка идет с кличкой, почему другие без? Почему кремлевские политтехнологи не придумали боевых псевдонимов для Медведева и Лаврова? Может, накидаем вариантов? Чувствую, комментариев будет много.
Стрельба в центре города, около десятка убитых и раненых. Только эта новость пришла не из стреляющих штатов Америки, а из спокойной европейской Чехии. Трагедия в городе Харшипска с населением всего 1300 человек. Нападавший ранил 6, среди них 3 полицейских и 3 гражданских. Еще одного убил, а потом покончил с собой. По данным полиции, у стрелка было 3 единицы нелегального оружия, хотя стрельба произошла прямо в здании горсовета, а одним из раненых оказался местный мэр. Террористический или экстремистский мотив полиция исключила. Следствие считает, что причиной стали личные и семейные проблемы. Нападавший покончил с собой. Очевидцы утверждают, что нападавшим был местный наркозависимый, сын одной из сотрудниц горсовета. Роскомнадзор бьет рекорды. В минувшем году ведомство ограничило доступ почти к 1 300 000 материалов в интернете. Это почти на 60% больше, чем годом ранее. Но путинские цензоры идут в ногу со временем и в новом году хотят поставить на службу искусственный интеллект. Цель – автоматический поиск запрещенного контента и, главное, выявление VPN-сервисов. Цена вопроса – больше 2 миллиардов рублей. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное – не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о том, как иранская оппозиция смогла взять под контроль государственные телеканалы и о том, почему в России встают ключевые заводы, а очередные города остаются без тепла, о том, почему в Пекине злятся на Москву и как путинская пропаганда снова наврала россиянам. Обязательно посмотрите, если не видели, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. И до встречи уже вечером.